Мир стоит перед Третьей мировой войной. Полномасштабная наземная операция в Иране может начаться в ближайшее время. Журналисты The Wall Street Journal, ссылаясь на 3 республиканцев в Конгрессе США, сообщили о подготовке американской стороны к удару по Тегерану. В ответ Иран пригрозил нанести тотальный ракетный обстрел, а также нанести удары по собственным островам, включая Харк, несмотря на значительные экономические потери. Кроме того, Тегеран грозит провести наземную операцию и захватить территории ОАЭ и Бахрейна, если США предпримут наземное наступление. Несмотря на заявление Дональда Трампа о паузе в войне, США и Израиль, по имеющимся данным, готовят переброску до 12 тысяч элитных военнослужащих в регион. В Иране говорят, что якобы переговоры Трампа с Ираном – это отвлекающий маневр, чтобы внезапно начать наземную атаку в Иран, грубо говоря, не ждануть. Операция, как утверждают источники, может финансироваться странами Персидского залива, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Кувейтом. Эксперты при этом отмечают крайне низкие шансы на успех наземной операции. Иран располагает сотнями тысяч военнослужащих и масштабной системой резервов, включая ополчение и территориальные силы. По данным CNN, Соединенные Штаты перебросили в регион все возможности для подготовки к наземной операции против Ирана. В свою очередь, иранский корпус стражей исламской революции заявил: «Мы отрубим руки, протянувшиеся к Ирану, и будем продолжать это делать. Хозяин региона – Иран». IRIB сообщает, что Иран готов захватить часть ОАЭ и Бахрейна в случае наземного вторжения. В Тегеране буквально призывали США начать наземную операцию и заявили, что с нетерпением ждут американских солдат. Иран не принимает предложения Америки по окончанию конфликта. Тегеран требует полного прекращения агрессии и вывода американских баз из региона. Для Ирана важны гарантии невозобновления агрессии в будущем, что на практике, по их мнению, может означать максимальное наказание агрессора. Кроме того, Иран требует от США выплаты компенсаций и оплаты за проход судов через Ормузский пролив. Если Иран будет стоять на своем, демонстрируя серьезность позиции ударами по противнику, конфликт может затянуться на длительное время. Агентство Тасним сообщает, что в случае наземного вторжения Тегеран перекроет стратегически важный пролив Баб-эль-Мандеб, который соединяет Аденский залив с Красным морем. Через этот пролив проходят многие суда, идущие к Суэцкому каналу. Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что война на Ближнем Востоке вышла из-под контроля и зашла слишком далеко, призвав подниматься по дипломатической лестнице, а не по лестнице эскалации. Пресс-секретарь Центрального штаба Хатам Аль-Анбия Эбрагим Золфакари сообщил, что все американские базы в регионе были уничтожены, и американские командиры и солдаты скрываются в убежищах за пределами баз. Иран призывает жителей региона сообщать о местонахождении американских солдат и одновременно требует их вывода ради их собственной безопасности. Остров Харк, ключевой узел нефтяного экспорта Ирана, насыщен военными силами, переносными ЗРК, МАНПАЦ и противопехотными и противотанковыми минами. CNN сообщает, что США рассматривают возможность высадки на острова Абу-Муса и Тунб через ОАЭ для открытия Ормузского пролива. Южная часть Ирана приведена в состояние повышенной боевой готовности, а уже в ближайшие выходные возможны первые наземные бои на островах, что создает серьезную угрозу для ОАЭ. Дональд Трамп утверждает, что США уже одержали победу. Наши самолеты буквально летают над Тегераном и другими частями страны. Они ничего не могут с этим поделать. По его словам, американская сторона имеет возможность поражать любые цели, включая крупнейшие электростанции. Однако иранские СМИ и военные демонстрируют обратное. По данным агентства Fars News, беспилотники иракского сопротивления беспрепятственно проникают на американские базы в Багдаде и поражают любые цели по своему усмотрению.
КСИР сообщает, что американский истребитель FA-18F Super Hornet был сбит системой ПВО вблизи Чабахара на юго-востоке Ирана и впоследствии упал в Индийский океан. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры с США – это признание их поражения. Разве они не говорили о безусловной капитуляции? Тогда почему сейчас мобилизуют высших чиновников для переговоров? По словам Аракчи, американцы недооценили готовность Ирана действовать в Ормузском проливе, и флот США не осмеливается приблизиться к этому стратегическому водному пути. Иран открыл Ормузский пролив для России, Индии, Китая и других дружественных стран. Американское военное командование рассматривает высадку десанта 82-й воздушно-десантной дивизии на остров Харк, однако эксперты отмечают, что ювелирно захватить остров Иран не позволит. Это может привести к полному уничтожению десанта. Американо-израильский тандем оказался в растерянности и был явно не готов к подобному сценарию. Не исключено, что арабские страны Персидского залива вступят в войну против Ирана, однако Турция оказывает на них давление, призывая к сдержанности. Президент Ирана похвалил позицию своего турецкого коллеги Реджепа Эрдогана по Израилю, подчеркнув решительную солидарность Турции с мусульманским миром. Отметим, что Эрдоган делает сильное давление на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны, которые получают от него призывы к сдержанности в ходе интенсивных дипломатических контактов и призывает не вступать в войну с Ираном на стороне США и Израиля, сообщает Bloomberg. Региональная напряженность нарастает и в Ираке. Ирак вступил в войну с США и Израилем на стороне Ирана после авиаударов США и Израиля, которые привели к гибели двух высокопоставленных командиров шиитского ополчения Хашд аш-Шааби и 15 бойцов, в ходе чего иракское правительство разрешило наносить ответные удары по позициям США и Израиля. Силы народной мобилизации обвиняют США в авиаударе по штабу, где их бойцы выполняли служебные обязанности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии нанести удары по максимально возможному числу целей, связанных с военной промышленностью Ирана. Это решение принято на фоне 15 пунктов плана прекращения огня, предложенного Трампом. Израиль стремится нанести Ирану максимально жесткий удар, опасаясь, что США могут в любой момент объявить о начале переговоров. Геополитические эксперты отмечают, что у Израиля мало времени. Запасы ПВО и оборонительных средств стремительно истощаются, а Иран обладает значительным числом беспилотников и ракет, способных выводить из строя системы ПВО Израиля и стран региона. С каждым днем становится очевидно, что военные возможности Ирана значительно превышают ожидания аналитиков, что делает поиск выхода из конфликта необходимым, в том числе и для администрации Трампа. Отметим, что в СМИ говорят об иранском ракетном городе Въезде, который находится на глубине около 500 метров внутри гранитной горы с несколькими тоннельными выходами и внутренней железнодорожной системой. Ни один снаряд не может пробить эту гору, поскольку самая мощная американская противобункерная бомба GBU-57 МОП способна пробивать до 60 метров бетона, тогда как горная порода на объекте значительно прочнее. Над Тель-Авивом зафиксирован массовый полет тысяч ворон, что многие трактуют как предвестник бедствия, согласно иудейским священным текстам. Жители города укрылись в убежищах, предчувствуя надвигающуюся бурю. Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. США и Израиль готовятся к наземной операции, Иран демонстрирует готовность к отражению любых атак, а дипломатические усилия, включая призывы ООН и Турции к сдержанности, пока не дают ощутимых результатов. Эскалация может привести к длительной войне с глобальными последствиями для безопасности и экономики всего региона. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые мощные выпуски об Иране.